Друзья, от всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом. Пусть он принесет вам только хорошие события, яркие и счастливые моменты в жизни, исполнит все надежды и поставленные цели. Пусть вас окружают всегда верные друзья и любимые люди. С Новым годом вас! Вот такой у нас новогодний коллапс в Майкопе. Пришла зима. На республику Адыгея обрушился мощный снежный циклон, парализовавший жизнь региона в канун Нового года. В Майкопе и Майкопском, Красногвардейском, Геогинском, Кашихабиском и Шовгеновском районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации. За одну ночь в горах выпало до 80 сантиметров снега. Это создало высокую лавинную опасность и заблокировало туристов в отелях на плато Лаганаки. В Майкопе стихия привела к трагедии. Под тяжестью снежных масс обрушился навес во дворе частного дома, в результате чего погиб мужчина. Городская инфраструктура Майкопа оказалась практически парализована. В условиях снегопада общественный транспорт не смог выйти из депо, а снегоуборочная техника застревала в глубоких сугробах. Непогода сопровождалась массовыми отключениями электроэнергии и отопления из-за обрывов линий электропередачи и аварий на сетях, в результате чего тысячи людей встретили праздник при свечах. Снегопад затронул и соседний Краснодарский край. Особенно сложная обстановка сложилась в Сочи, где из-за обильных осадков было парализовано движение на основных магистралях. Десятки водителей оказались заблокированы в многокилометровой пробке на Мамайском перевале, рискуя встретить праздник в своих автомобилях. Прибывшая на место спецтехника также не смогла оперативно справиться с заторами. Из-за падения деревьев и обледенения контактной сети произошли масштабные сбои в движении поездов. Более 55 составов следовали с многочасовыми задержками. В настоящее время экстренные службы и более 700 специалистов продолжают работы по расчистке дорог и восстановлению энергоснабжения в пострадавших населенных пунктах. Непогода в полной мере затронула и горнолыжные курорты, в частности Красную Поляну, где высота снежного покрова достигла уровня окон первых этажей зданий, и курорт был вынужден временно прекратить работу из-за погодных условий. На трассе Реликтовый лес произошел трагический инцидент. Десятилетнюю девочку и ее отца накрыла снежная лавина. Отец смог самостоятельно выбраться из-под снега и вместе с другими туристами оперативно откопал дочь из-под 1,5-метрового слоя снега. Позже в больнице у ребенка диагностировали сотрясение мозга, переломов и серьезных внутренних повреждений удалось избежать. По прогнозам синоптиков, экстремальные погодные условия в регионе сохранятся еще как минимум сутки. На фоне общего ухудшения погоды в регионе в городе Горячий Ключ была задействована городская система оповещения в связи с резким подъемом уровня воды в реке Псикупс. Критическая ситуация возникла из-за обильного притока воды из рек в районе села Фанагорийского, станицы Пятигорской и поселка Мирный. Владельцам транспортных средств администрация рекомендовала заблаговременно отогнать автомобили с низменных участков и прибрежных улиц на возвышенности, чтобы избежать материального ущерба в случае выхода реки из берегов. Городские службы и спасательные подразделения перешли на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные подтопления жилых массивов. В индийском штате Бихар произошло очередное масштабное обрушение строящегося четырехполосного моста через реку Ганг, соединяющего округа Бахалпур и Хагарья. Инцидент на объекте Султанганж Агувани-Гат, который возводится уже более 9 лет, стал как минимум третьим крупным обвалом конструкции за последние несколько лет. Ранее сегменты этого же моста падали в апреле 2022 года и в июне 2023 года. Согласно официальным данным, на этот раз в воду рухнула значительная часть надстройки, однако по предварительной информации обошлось без человеческих жертв. Ранее власти штата заявляли, что часть конструкции признана дефектной и подлежит демонтажу, однако новые обрушения происходят быстрее, чем плановый разбор сооружения. Инцидент в канун 2026 года вновь поставил под вопрос безопасность инженерных проектов в Индии, где за 2025 год зафиксирована целая серия разрушений мостовых переходов.
После серии мощных рождественских штормов, прошедших с 26 по 28 декабря, на высокогорной трассе Анджелес-Крест к северу от Лос-Анджелеса зафиксированы катастрофические разрушения дорожного полотна. По данным Департамента транспорта Калифорнии, ливневые потоки и оползни привели к обрушению асфальта как минимум в 4 ключевых точках, включая участок в районе лыжных подъемников Маунт-Уотерман. Сильный сток дождевых вод размыл основание дороги, вызвав эффектное проседание и разламывание дорожного полотна. В результате стихии популярная горная магистраль была полностью закрыта в обоих направлениях на участке протяженностью более 3 миль от Сидер-Спрингс до шоссе 138. Несмотря на то, что подъездные пути оказались разрушены, здание Букхорнского лыжного клуба и ближайшая инфраструктура подъемников серьезно не пострадали. Однако из-за критического состояния дорожного основания официальные лица предупреждают, что восстановительные работы займут значительное время. Сроки возобновления движения по трассе остаются неопределенными. Вчера турецкий город Килис и соседний Газиантеп оказались во власти мощного зимнего шторма, принесшего сильный снегопад в канун Нового года. Согласно данным Главного управления метеорологии Турции, холодный фронт, пришедший с севера, вызвал резкое снижение температуры на 4-10 градусов, в результате чего в регионе был объявлен желтый уровень опасности. В Килисе и Газиантепе интенсивные осадки в виде снега начались с раннего утра среды и привели к образованию устойчивого снежного покрова и гололедицы на дорогах. В связи с неблагоприятными погодными условиями власти провинций Килис и Газиантеп официально объявили о закрытии всех учебных заведений на 1 день. Губернатор Газиантепа Кемаль Чебер призвал учащихся наслаждаться редким для региона снегопадом в последние дни года. Муниципальные службы перешли на усиленный режим работы для расчистки основных магистралей, однако жителей предупредили о возможных перебоях в работе транспорта. Снегопад охватил и другие провинции юго-востока Турции, включая Адыяман, Шанлы-Урфу и Диярбакыр, создав праздничную, но сложную дорожную обстановку в регионе. Буэнос-Айрес столкнулся с энергетическим кризисом. Из-за экстремальной жары и аномально высокого спроса на электричество в преддверии праздников около 1 миллиона потребителей остались без света. Причиной масштабного отключения стала авария на ключевой электростанции, расположенной недалеко от аргентинской столицы, которая не выдержала пиковых нагрузок в условиях сильной нагрузки от работы кондиционеров на полной мощности. Перебои затронули несколько густонаселенных районов города и пригородов, оставив тысячи семей без возможности подготовиться к торжествам. Власти Аргентины подчеркивают, что этот инцидент стал 3-м крупным системным сбоем в энергосистеме страны с 2019 года, что вновь подняло вопрос об изношенности инфраструктуры и необходимости срочной модернизации сетей. Несмотря на предпринятые экстренные меры и работу ремонтных бригад, в ряде кварталов подачу электроэнергии удалось восстановить лишь к новогодней ночи, когда температура воздуха начала постепенно снижаться. Тридцатого и 31 декабря польский город Млава оказался в эпицентре мощного снежного циклона. За сутки в населенном пункте выпало рекордные 57 сантиметров снега, что стало одним из самых высоких показателей во всей стране. Экстремальные осадки в сочетании с порывистым ветром привели к образованию гигантских сугробов и снежных заносов, практически парализовав движение транспорта на ключевой трассе С7 между Варшавой и Гданьском. Муниципальные власти ввели режим повышенной готовности, призвав жителей отказаться от поездок на личных автомобилях. Все коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, едва справляясь с расчисткой основных магистралей, тротуаров и подъездов. Критическая ситуация сложилась и на железнодорожном узле. Из-за заваленных снегом платформ пассажиры поездов были вынуждены выходить из вагонов прямо в полуметровые сугробы.
Видеозаписи с заснеженного перрона в Млаве, на которых люди пробираются сквозь снег по колено, мгновенно разлетелись в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс и критику в адрес железнодорожных служб. По данным Института метеорологии и водного хозяйства Польши, в Млавском и соседних поветах сохраняется наиболее тяжелая обстановка. Высота снежного покрова в регионе варьируется от 40 до 65 сантиметров, в связи с чем продолжают действовать штормовые предупреждения высшей степени. Вечером 30 декабря на город Уберландия в бразильском штате Минас-Жерайс обрушилась мощная гроза, сопровождавшаяся градом и порывистым ветром, скорость которого достигала 91 км в час. По данным муниципальной службы гражданской защиты, за короткий период выпало около 58 мм осадков, что привело к внезапным сильным паводкам в городе. Удар стихии вызвал массовые падения деревьев, затопление ключевых городских магистралей и масштабные перебои в электроснабжении. Наиболее серьезный ущерб был зафиксирован в районах Санта-Моника, Тибери и Глория, а также на проспектах Рондон-Пашеко и Ансельмо-Альвес-душ-Сантуш. В результате шторма повреждения получили десятки автомобилей, на которые падали деревья и элементы сорванных конструкций. На территории кампусов Федерального университета Уберландии зафиксированы повреждения крыш лабораторий и административных зданий, а также многочисленные протечки. Несмотря на значительный материальный ущерб, по данным местных властей, погибших или тяжело пострадавших среди населения нет. Для ликвидации последствий бедствия было мобилизовано более 700 сотрудников городских служб. Пожарные подразделения отработали около 50 экстренных вызовов. В городе продолжаются восстановительные работы и ремонт поврежденной инфраструктуры. – 30 и 31 декабря западная афганская провинция Герат столкнулась с разрушительными последствиями экстремальных погодных условий, вызванных затяжными дождями и снегопадами. Одной из самых трагичных сводок стала гибель 5 членов одной семьи в деревне Капган, округа Аба. В ночь на вторник под воздействием обильных осадков произошло обрушение крыши глинобитного дома, жертвами стали женщина и 4 детей. В тот же день масштабное наводнение в округе Шиндант едва не привело к еще более массовой трагедии. Проезжавший пассажирский автобус был смыт мощным потоком паводковых вод и перевернулся. Жизни всех пассажиров удалось спасти благодаря оперативной спасательной операции военнослужащих 207-го армейского корпуса. Стихия затронула и ключевые транспортные артерии региона. На трассе Герат-Кандагар в районе Даштье-Баква сильное наводнение привело к опрокидыванию грузовика, который практически полностью ушел под воду, однако сообщений о пострадавших в этом инциденте не поступало. В целом, за последнюю неделю декабря сложные метеоусловия охватили сразу несколько провинций страны. Значительный ущерб нанесен жилому фонду и дорожной инфраструктуре. Особенно сильно пострадали жители сельских районов, наиболее уязвимых перед внезапными паводками и разрушением ветхих жилищ. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.